Там-тарам! Пум-парум-пум! Каждый год осенью этот фестиваль в Аспендесе проводится. Вообще великолепно. Да, это бесплатные автобусы. Специально арендовали для концерта. Вот они так маркируются. Садимся мы возле Мигроса 5М. Прямо напротив выхода. Привет, привет. Все, поехали. Принцесса Турандот – неприступная красавица, которая загадывает 3 загадки для своих поклонников. И только тем, кто угадает 3 загадки, она отдаст свою руку и сердце. Вот, уже заходим, проверили у нас билетики. Интересное сочетание, такая музыка и красная подсветочка. Мы здесь уже гуляли пару раз, но на концерте мы первый раз здесь. Мечтали, да, попасть на такое представление? Да, давно хотели, но вот наконец-то собрались, приехали. В таком атмосферном месте. Амфитеатр рассчитан на 8000 мест. Вот эти вот верхние ряды, где коридоры вот с этой оранжевой подсветкой, если еще там разместиться, то будет еще больше. Наверное, 1012 можно здесь разместить. Ну что, сегодня будет у нас театр с римским таким колоритом, да? Да, римский амфитеатр, но с китайским акцентом. Почему? Опера «Принцесса Турандот». Действие происходит в Древнем Китае. Пролетела незаметно первая часть. Всего концерт будет состоять из 3 частей. Но было очень интересно. В этой серии, в общем, один жених к этой невесте сватался, но она его отвергла. Жду Турандот. Выход Турандот. Очень интересно. Мне очень понравился. Первый раз была в таком театре, еще под открытым небом. Я еще так поглядывала на это звездное небо. Сейчас не видно звезды, потому что опять иллюминацию включили. А когда фонари потушили, вообще так шикарно. Да, супер, супер. Перешел на самый край сюда коридора верхнего. Смотрите, какой интересный ракурс. Да, видим, друзья, история разворачивается серьезная. Женихи стараются, но принцесса решительно говорит нет. Как говорится, сердцу не прикажешь. И у сердца ручка только с внутренней стороны. Снаружи невозможно открыть сердце, только изнутри. Я думаю, дождется она того самого принца на белом коне. Да, женихов-то много, а принцесса одна. Так что смотрим продолжение.
Вот, друзья, вторая часть закончилась. Надо сказать, что кастинг отбора женихов был серьезный. Хорошие были ребята, но, к сожалению, не прошли. Жалко их. Спросим у Лены, как она поняла, чем закончилась вторая часть. Вот этот молодой человек, он угадал все 3 загадки Турандот. И в итоге загадал загадку самой Турандот. Теперь она должна угадать его имя. Значит, второй жених остался жив. Ну да. Это в него она влюбится в третьей части, да? Да. Вот, все, истину открыли. Спасибо, помогли мне разобраться. В Аспендосе соединяется прошлое и настоящее. Произошло это вот в таком замечательном месте под звездным небом. Это хэппи-энд, счастливый конец. Аспендос живет веками, а любовь живет вечно. Вот такая у нас сегодня. Ой, какие замечательные слова. Принцесса Турандот. И потом она влюбилась, да? Но в конце концов она влюбляется, и все прекрасно заканчивается. Вот такая вот история про любовь. Хэппи-энд. Счастливую и несчастливую. Да.